Всем привет, дорогие друзья! Я вас рад видеть на своем канале. Может быть, для тех, кто впервые оказался на нем, хочу сказать, что мы с вами занимаемся разбором карт из колоды, которую выпустила компания Los Carabeo, и они для этого использовали гравюру Гюстава Доре. Естественно, что все карты выглядят черно-белыми, как гравюры, как маленькие уменьшенные гравюры, либо как их фрагмент. И сегодня у нас на разборе, давайте сразу с вами посмотрим на наш урок. У нас сегодня есть конкретный вполне персонаж по имени Иаиль. Для тех, кто, может быть, не совсем понимает, о чем идет речь, то и не ясно, это вообще мужское имя или женское. Ну, давайте вернемся мы буквально с вами на одну страничку назад и посмотрим на всех наших пажей. Кто смотрел все предыдущие лекции, ты помнит о том, что мы, в общем-то, с вами уже обращали внимание на то, что все пажи здесь представлены девушками. И когда мы с вами разбирали пажа жезлов, вот этот самый у нас паж по имени Девра, это была судья. И если вы помните, у нас также там фигурировал некий варак, которому она отдала все полномочия, с которым она сотрудничала как настоящий паж. Она сотрудничала с Господом, в том смысле, что она ему подчинялась и слушалась его волю. Но также она и не желая, во всяком случае по библейской версии, забирая всю славу себе, она в большей степени сотрудничала с врагом. Но также у нас там присутствовал и еще один персонаж по имени Иаиль. И по имени также был полководец, страшный полководец Сисара, против которого, в общем-то, и было самое главное сражение. И если вы помните, Сисара, он убегал, он обратился в бегство, все его 900 колесниц, которыми он так гордился, его войско гордилось, они начали убегать. И мы сейчас с вами прочитаем, что же дальше произошло, что изображено на, собственно, самой карте. И что нам должно все об этом сказать, как о паже мечей сегодня. Потому что у нас сегодня как раз на разборе паж мечей. Что в одном, что во втором случае. Единственное, что я говорю, впору было бы, в какой-то из лекций я говорил, назвать всех пажей не пажи, а принцессы. И так во многих колодах делается, потому что это девушки. Но составители решили не отступать от традиции и сохранить, в общем-то, пажей как пажей. Но мы с вами все прекрасно знаем, что 4 придворные карты, они делятся парно на 2 мужские и 2 женские, на энергию инь и на энергию янь. Давайте глянем на гравюру. По традиции я разместил ее таким образом, имеется в виду карту поверх гравюры, чтобы дать понять, какую же часть карта занимает на поверхности гравюры. И мы видим, что в принципе весь смысл передается. Почти ничего не утеряно. Может быть, небольшие, скажем, элементы, где показаны рыцари, которые уже находятся у шатра, у палатки. Видно там, может быть, с трудом, но видно некое такое убранство в виде щита, внутри какие-то аксессуары. Но в целом, глядя на карту, мы понимаем, что есть 2 человека, девушка в данном случае, которая стоит над телом погибшего воина. Что это за воин? И что там за солдаты на втором плане? Почему они тогда на нее не нападают? Коль она убила воина Яна, что это девушка, она точно не, скажем, не часть армии, она не военный человек. Поэтому, какая-то такая сцена немножко диссонирующая. Сейчас мы о ней поговорим. Я вам накидаю контекста для тех, кто этот урок смотрит впервые, да, и для тех, кто смотрел карту с Деврой, с пажом жезлов. В принципе, информация также лишней не будет, чтобы все это в голове освежить. Я о чем хочу сказать? По поводу того, что мы с вами перешли уже в мечевую масть. Если до этого мы разбирали еще на предыдущих лекциях Пентаклей, сейчас мы перешли с вами в масть мечи. Масть мечи, я придерживаюсь той версии, что это стихия воздух, по той причине, по одной из них, да, не будем мы говорить о зодиакальных соответствиях, о домах, об астрологии, о том, как там это все перекликается. Ну и также, помните, на самой первой лекции, которая у нас была посвящена именно придворным картам, там у нас был король, дайте-ка я вспомню, там у нас был король жезлов, и вот там мы, в принципе, так поговорили с вами в общем относительно
мастей, относительно как они зарождались, относительно сословий, относительно почему 4 стихии, почему 4 масти. И кому интересно, может вернуться на ту лекцию, если вдруг не смотрел, и еще раз послушать. Но в том числе меч – это у нас как рассечение чего-то. Если хотите, это тот же самый хирург, врач, который препарирует для того, чтобы узнать, а что же внутри. Казалось бы, да, вот вроде бы меч это в большей степени можно связать с огнем, можно связать со сражениями, с войной, но тем не менее меч в той же степени это и некое расстояние, это и пространство. Орудуя мечом, один от другого человека будет стоять на расстоянии. Это не будет близкий контакт, это будет на расстоянии как минимум вытянутого меча. И руки с одной стороны у одного человека, и также с другой стороны. Отойди, нужно взять расстояние. И, конечно, стоит сразу сказать, что мечевая масть в картах Таро, когда мы особенно смотрим на взаимоотношения, а таких, в общем-то, большинство разборов, она воспринимается негативно. Почему? Потому что всегда выяснение отношений, всегда, скажем так, разговор какой-то вот такой вот серьезный, он воспринимается во взаимоотношениях негативно. Чего уж стоит там одна только фраза «Дорогой, мне нужно с тобой серьезно поговорить». Казалось бы. На работе, в любом другом месте фраза, которая подразумевает разговор предстоящий, ничего плохого может не сулить, ну, особенно если это разговор там двух, может быть, сослуживцев, а не начальники и подчиненные. А вот в взаимоотношениях, в любви, особенно когда есть там что-то в воздухе уже такое витает, эта вот фраза «надо с тобой серьезно поговорить», да и с детства. Вспоминайте себя, вспоминайте своих родителей, маму, папу, когда «сынок, иди сюда, нужно с тобой серьезно поговорить, тебя никто не будет бить, пока еще». Или принуждали к чему-то, просто поговорить, просто нужно выяснить какие-то моменты. И вот это вот ощущение холодности, ощущение выяснения отношений, ощущение по мечам, отсюда и идет такое, оно в взаимоотношениях больно ощущающееся, больно воспринимаемое, резко, холодно, как острые грани обоюдоострого меча. Поступим с вами сегодня традиционно. Перескажу отрывок предыдущий, который касается тех событий, которые у нас конкретно на карте изображены. Зачитаем, что же у нас изображено. Перейдем с вами потом уже в значение по классической карте, по Уэйтовской. Посмотрим зодиакальные дома, что там Евгений нашел и что он посчитал в своей голове уместным озвучить, насколько это может быть соотноситься с нашим сегодняшним уроком. И посмотрим искусство. В принципе, я думаю, что мы должны вложиться с вами в 1,5, может быть, 2 часа. Так говорю, как будто бы это был бы прямой эфир. Естественно, что вы уже знаете, сколько же времени оно заняло, потому что вы, в отличие от меня, уже в будущем. Да, обещал пересказать. Значит, это те времена, когда народом Израиля управляли судьи, тогда еще не было царя, и это был период длительный, несколько сотлетний период, когда евреи вышли из египетского рабства под предводительством Моисея. Они, в общем-то, уже вошли теперь в землю обетованную, уже не с Моисеем, а Иисусом Навином. Если что, смотрите лекцию «4 жезлов». И настал тот период, когда у них был разброд и шатание, когда они снова то обращали свое сердце к Господу, то они смотрели в сторону иных богов, то начинали поступать плохо, то снова каялись, и Господь их миловал. Что-то было у нас с Самсоном судьей, что-то у нас было с Иефаем, помните, не так давно у нас был персонаж тоже судья, что с Деворой. В общем, каждый раз у нас фигурируют те люди, те, скажем, лидеры общества, которые вытаскивают народ, точнее, Бог их вытаскивает через их руки, с помощью их рук. И сейчас, в принципе, все эти события связаны в большей степени с Деворой. Это вот прям с судьей Деворой события, которые происходят при ней. Напоминаю, что она одновременно была и судьей, и пророчицей. Она же была единственной женщиной-судьей и достаточно яркий такой значимый персонаж в те времена, да и в целом в библейской истории, в ее повествовании. На нее не сходит Дух Господень, она говорит о том, что подходит к враку, мол, так и так, Господь предаст, кого там предаст, я уже не помню, моавитян, аммонитян, моавитян, моавитский царь, предаст в руки твои.
Естественно, что были сомнения по поводу того, что а как, а что, да, они там такие сильные, но не будем сейчас мы об этом говорить, как все устроилось таким образом, ну, устроил Господь, чтобы действительно моавитяне были поражены. И когда они разбежались все, когда они, настигаемые еврейскими войсками, не знали, кому куда деваться, так вот, был там и их начальник, их военачальник. Это не царь остался сидеть у себя дома, а военачальник, который, в общем-то, и был грозой еврейского народа по имени Сисара, военачальник. Так, и где же этот момент? Вот, значит, Тогда Господь привел в замешательство Сисару, то есть мы вот сейчас читаем прямо эти события, и все колесницы его, и все ополчение его от меча Варакова, и сошел Сисара с колесницы и побежал пеший. Вот прямо он вообще испугался, там паника была, там был страх и ужас. Страшное это войско, оно разбежалось. Варак преследовал колесницы его и ополчение до Харашеф-Гаима, некого города, и пало все ополчение Сисарина. От меча не осталось никого. Сисара же убежал пеший в шатер Иаили, жены Хевера Киньянина, ибо между Иавином, царем Ассорским, и домом Хевера Киньянина был мир. И вышла Иаиль навстречу Сисаре и сказала ему: «Зайди, господин мой, зайди ко мне, не бойся». Он зашел к ней в шатер, и она покрыла его ковром. Сисара сказал ей: «Дай мне немного воды напиться, я пить хочу». Она развязала мех с молоком и напоила его, и опять покрыла его. Сисара сказал ей: «Стань у дверей шатра, и если кто придет и спросит у тебя, и скажет: нет ли здесь кого, ты скажи: нет». Иаиль, жена Хеверова, взяла кол от шатра и взяла молот в руку свою, и подошла к нему тихонько, и вонзила кол в висок его так, что приколола к земле, а он спал от усталости и умер. И вот враг гонится за Сисарою, и Иаиль вышла навстречу ему и сказала ему: «Пойди, войди, я покажу тебе человека, которого ты ищешь». Он вошел к ней, и вот Сисара лежит мертвый, и кол в виске его. Вот та сцена, которую мы сейчас и наблюдаем, когда она уже позвала Варака, он подъезжает на колеснице, на лошадях, вот видно часть израильского еврейского войска далее возле шатра, и она, открывая вход в шатер, показывает, мол, смотри, вот тот, которого ты ищешь, он лежит на земле. И, конечно, хотя здесь на гравюре Гюстава Дре не очень хорошо видно, хотя если приблизить, да, можно заметить тот самый колышек, который использовали для того, чтобы натянуть шатер. Кто, в общем-то, знаком с туристической палаткой, то понимает, для чего такие колышки были нужны. Для того, чтобы можно было растянуть тот самый шатер, зафиксировать его в земле. Вот такие колышки, скорее всего, были в изобилии. И даже женщины знали, как, в общем-то, пользоваться и орудовать. Она берет этот колышек, берет молоток, и пока враг спит, Сисара спит, она его пригвоздила к земле. Может быть, даже имеет еще смысл зачитать, когда случилась эта победа замечательная, и Девра, она воспевает, восхваляет всех, кого можно восхвалять, в первую очередь Господа, во вторую очередь людей, которые к этому причастны. И вот, например, она также и в своей песне поет: «Да будет благословенна между женами Иаиль, жена Хевера Киньянина, между женами в шатрах да будет благословлена. Воды просил он, молока подала она, в чаше вельможеской принесла молока лучшего. Левую руку свою протянула к колу, а правую свою к молоту работников. Ударила Сисару, поразила голову его, разбила и пронзила висок его. К ногам ее склонился, пал и лежал, к ногам ее склонился, пал. Где склонился, там и пал сраженный. В окно выглядывает и вопит мать Сисарина, но это уже не касается нашего контекста. То есть мы видим поступок достаточно смелый девушки, которая
ну, с одной стороны, смелый, с другой стороны, ну, знаете как, для кого это паж прямой, для кого паж перевернутый, для кого это меч прямой, меч, потому он обоюдоострый, это как две стороны одной монеты, это как, в общем-то, палка двух концов, это как все двойственное в нашем мире. Огонь — это хорошо и плохо, вода — это также хорошо и плохо. Вопрос в том, как это воздействует на нас, с одной стороны, и как на какую-то вторую сторону с другой. То есть, что я хочу сказать, что для кого-то этот паж мечей оказался хорошим, а для Сисара в данном случае он принес смерть. И видно здесь и взаимодействие, и сотрудничество с тем же Вараком. Видно ее действительно смелый, такой неординарный, необычный поступок. Но давайте так, начнем уже с вами мы разбирать значения по классической вэтовской карте, и нам будет полнее раскрываться также и этот сюжет, и конкретно уже персоналии Иоили, то есть ее характер, насколько она подходит под описание пажа мечей, насколько мы сможем так уже заглянуть немножко между строк, прочесть. Для кого-то получается она как предатель, с одной стороны, да, потому что помним, что у нас между царем Асорским и между домом вот как раз Иоили был мир заключен. То есть Сисар не просто зашел в дом к некой еврейской женщине, еврейской семье, она его приютила. То есть он, в принципе, зашел в дом, так сказать, своего друга, если так можно выразиться, да, твой друг, мой друг. Но она его предала. Вот по отношению к Сисаре получается, что она его предала. По отношению же к еврейскому народу, по отношению к Вараку, по отношению к Девре, по отношению к Господу, она поступила, наоборот, правильно. Она поступила так, что она отдала врага его в их руки. И в этом-то и двойственность. Ну, давайте перейдем с вами уже в значение. Итак, кстати, стоит еще напомнить, в аналогии с предыдущими версиями, что все пажи у нас это относится к стихии Земля. То есть это нечто у нас будет медленное, нечто прилежно учащееся. Это у нас что-то такое, что не спешит. Но понятно, что здесь стоит замешать этих две стихии. То есть, с одной стороны, мечи, мечевая воздушная мать, с другой стороны, это как некая такая основа, то, что это в целом все земля, стихия. И в какой-то из лекций я также говорил, не лишним будет напомнить, я уже сегодня сказал, что это инь и янь, да, как две мужские, две женские. Это у нас, несмотря на то, что паж мечей, но это все-таки земля, и это у нас мягкая женская энергия инь. Но также у нас это и та стихия, которая подразумевает активные действия. То есть, когда мы говорим с вами о воде и о земле, то это скорее те стихии, которые делают потому что, а жезлы и мечи для того, чтобы. То есть, что-то должно произойти для того, чтобы отреагировала земля и отреагировали кубки, чаши, вода. А мечи, они могут по своей инициативе внутренней, продиктованная разными какими-то, в данном случае продиктованная знаниями, да, потому что мечи это у нас в первую очередь знания, это какие-то прямые действия, ну, в общем-то, увлекаемые знанием. А жезлы это у нас скорее желанием, это какая-то вот внутренняя стихия огня, которая просто заставляет тебя без причины, как гормоны, если хотите, да, вот ну что-то такое внутри тебя происходит, ты понимаешь, что хочешь, ты там куда-то бежать, ехать, идти, делать, помогать, творить, создавать и так далее. А мечи это вот тупо информация. Бум, поступила тебе. Ага, я эту информацию сейчас переварю и обращу ее в пользу для себя. Как у нас, в общем-то, и произошло в случае с Иоили. Да? Представьте, чтобы она укрыла этого самого Сисару, а потом настигла бы дом ее страшная беда. Но она была хорошим пажом в нашем случае. Итак, все пажи олицетворяют собой возможности, открывающиеся на жизненном пути. Однако перспективы, предлагаемые пажом мечей, энтузиазма обычно не вызывают. Да, я уже об этом сказал, что мечи это такое нечто будет холодное, какое-то выяснение, какая-то поступила информация. Все пажи в целом, они говорят об известии, о какой-то новости, о начале, о том, что это какой-то старт.
То есть они несут какое-то сообщение. Но паж мечей, он обычно, появляясь в раскладе, не вызывает, как автор пишет, энтузиазма. И понимаем почему. Появление пажа мечей в раскладе издавна предупреждало вопрошающего, что он должен быть готов к грядущим испытаниям и непредсказуемому коварству судьбы. Вот если бы кто-то мог вытащить карты Сисария, ему выпал паж мечей, он был бы настороже, ему выпал перевернутый, и это могло бы явно указывать на то, что будь внимателен, потому что грядет какая-то новость, и, как здесь авторы пишут, нужно быть настороже и готовым к испытаниям и непредсказуемому коварству судьбы. Есть такое, произошло такое с ним, 100% произошло. Пока он себе выпил теплого молочка и такой уставший думает, ну ничего, я отлежу здесь, отсижусь, потом тихонечко уйду через денек-другой, вернусь домой, окрепнет войско мое, и мы заново двинемся на Израиль. Но не тут-то было. Как и все пажи, паж мечей указывает на получение неожиданного известия. Это какая-то новость. Какое неожиданное известие? Элементарно. Во-первых, для Сисара неожиданно бежал, не знает, куда деться. Вот с поля сражения наш главный герой сбежал, колесницу бросил, прибегает, тут открывается шатер. Девушка говорит, входи. Известие для него, известие. А вот прям счастливый случай. С другой стороны, для Варака, для его войска, известия, они бегают, они уже обыскались, они уже не знают, где найти этого Сисару. Тут выходит навстречу девушка Иаиль и говорит, мол, так и так, есть у меня там тот, кого вы ищете. Идемте покажу. Тоже известие. В соответствии с его мастью, скорее всего, это будет именно информация к размышлению. Ну, так, в кавычках написали, что такое информация к размышлению. Это еще раз, то есть поступили какие-то сведения. Просто банально новости, информация, книга, разговор, что-то вы узнали. Это может быть абсолютно безэмоционально. Просто примите к сведению. Поступила информация. И дальше с ней нужно что-то делать. Дальше ее нужно обрабатывать. Как минимум, там, принять, не принять, и сообразно с ней действовать. Предупрежден, вооружен. Откуда эта фраза? Ну, предупрежден, вооружен. Или там, знание правит миром. Это все идет как раз вот в связи связь между мечами, между информацией, между стихией воздух. Воздух. Как у нас распространяется информация, как вы вообще сейчас меня слышите, да, камера стоит там, я сижу здесь, представьте, что вы сидите напротив меня, я вам что-то говорю, и по воздуху передается информация. Вот она, полетел этот меч, ловите, да, вы получили информацию, у вас в руках теперь оказался меч, и вы уже знаете теперь, что с этим мечом делать, как им управлять, и как, в общем-то, ориентироваться в пространстве. Традиционные значения пажа мечей – наушник и соглядатай. Или соглядатай, по-моему, соглядатай. Ложный друг, предатель, двойной агент, ненадежный человек. Ну и это очень похоже получается на нашу Иаиль. Хотя мы не говорим о том, что она состояла какой-то агентурной сети, но очень похожа на двойного агента. С одной стороны, мы читаем о том, что между домом ее семьи и царем нападавшей стороны был заключен мир, и Сисара мог вполне себе рассчитывать на ее помощь, но она оказалась двойным агентом. Тот самый агент Смит с прикрепленным жучком под пиджаком, со значком ФБР где-то там спрятанным, в любой момент она готова достать и сказать всем лежать, вы знаете свои права и, в общем-то, их зачитать. Вот это и есть тот самый двойной агент, но вместо значка ФБР она просто достала колышек и вонзила в голову Сисаре. Тогда были иные времена и иные нравы. Никто не сюсюкался, а даже девушка могла себе спокойно позволить такой радикальный метод. В этом-то и паж мечей. Так, я пока говорю, ищу строчку, которую я потерял. Паж мечей берется за дело, думает о том, как добиться своего, вступает в спор, вооружается, ищет, словом, что-то предпринимает. Да? Это вам не пажи пентаклей, это не пажи воды, это либо жезлы, как огонь, или как мечи. Это действие, надо что-то предпринимать, надо что-то делать. Вы сразу вспоминаете такую сценку, да, вот пришел этот Сисара, вот он напоил его молоком, и он лег, спит, и вот теперь такая вот немая какая-то сцена, представьте, что снят некий какой-то фильм, когда Иаиль бегает, она касается, так что делать, да, вот ей поступили сведения.
пришел Сисара, да, вот он здесь есть, она знает, что там война, там сражение. И вот она мечется в шатре, или, может быть, за пределами шатра, вокруг шатра наворачивает круги, она думает, она теперь соображает, что же делать, что же предпринимать. То есть, и вот отсюда, да, она берется за дело, думает о том, как добиться, это сразу мыслительный процесс, сразу как бы ментальный процесс пошел, надо понимать, соображать, что вообще предпринять и действие. Это не просто мыслительный процесс, это одна сторона, но и вторая сторона действия. Мы перейдем с вами, это у нас Меркурий и Марс, это у нас мыслительный процесс и действие. Это две связанные между собой планеты. То, что поступила информация, с одной стороны, поступили знания, с другой стороны, которая побуждает к действию. Вот мы и видим здесь. Поступила информация, побудила к действию. Взяла и сделала. Это вот прямой паж мечей. Он всегда в теме, в деле, в струе. Если надо, что называется, подсуетиться, то никто не сделает это лучше, чем он. Об этом персонаже, об этом. Она подсуетилась в одном случае, иди сюда, дорогой, ложись, отдыхай, будет тебе хорошо. Подсуетилась в другом случае, когда нашла врага и когда, в общем-то, рассказала всю эту историю. Она в курсе всего, она оказалась именно в нужное время, в нужном месте, как тот самый журналист, который оказывается там в гуще всех событий, где-то во время какой-то революции, спортивного мероприятия, что бы ни происходило, он уже там где-то залез на вершину какого-то столба с фотоаппаратом и все это сверху снимает, фотографирует. Снова-таки, да, журналистика, добыча информации, получение ее и управление этой информацией как мечом. Можно вспомнить впору и перевернутых журналистов, которые занимались шантажом, получив какую-то информацию, они как мечом могли тыкать и говорить: вот я сейчас расскажу все, что я узнал о тебе. Ну, те же папарацци, да, вот в таком негативном прочтении. Пам-пам-пам. Так. Как у всех мечей, имеется в виду мечей как масти, да, у всех мечей, и придворных, и числовых карт, как у всех мечей, любит, его меч обоюдоостр, он несет ясность с одной стороны и конфликт с другой, да, что такое обоюдоостр, это меч, заточенный с двух сторон. То есть это меч, который может пойти как против тебя, или наоборот, как в смысле за тебя, так и против, да, то есть с одной стороны, рубя этим мечом, ты рассекаешь своего врага, ты действуешь во благо себе, а с другой стороны, у этого меча есть обратная кромка, и может отскочить и так тебе хорошо рубануть, ну, дай бог, если в плечо, а может прямо и посередине лобешника пройтись. Приятного мало. То есть вот, соответственно, вот это вот обоюдоострый меч, заточенный с двух сторон. Я думаю, может быть, вы наблюдали сцены в фильмах, когда, вот почему-то я вспомнил японские мечи катаны, которые были заточены с одной стороны, и в момент боя можно было, в общем-то, дополнительно надавить на обратную кромку, оппозитную от острия, надавить на тот самый меч, чтобы поразить противника. С обоюдоострым так не сделаешь, то есть ты сам поранишься, поэтому здесь авторы приводят сравнение, напоминание, что этот меч обоюдоострый, то есть с одной стороны ясность, а с другой стороны и конфликт. Но если мы говорим просто в целом о взаимоотношениях, о том, как работает информация, то она вносит ясность, само собой. Ты что-то уже узнал, прояснилась ситуация, но одновременно эта же ситуация, и особенно это вот во взаимоотношениях близких людей, эта же ситуация может, на фоне этой ситуации может возникнуть конфликт между людьми. И порой, в общем-то, одно и второе сразу. То есть, что ясность, что конфликт. Да? Выяснили отношения и тут же поругались. Почему? А потому что правду узнали. Правда это что? Это ясность. Ну, а поругались почему? А потому что правда, она и привела к тому, что поругались. Надо было выяснить эти отношения, а кто же все-таки прав. Паж мечей любит отмечать ситуации, где что-то делается в слишком большой спешке. Почему? Здесь может быть не совсем понятно, какая такая статичная поза у него, и хоть он держит двумя руками меч, но с другой стороны вспоминаем мы сами Иаиль, и я говорю, представьте, она бегает и грызет ногти вокруг шатра, наворачивает круги, думает, так, что делать, влево, вправо, так, спасти его, или нет, или убить, или сейчас побежать и рассказать, и они сами его убьют, ну что делать, то есть, да, вот, ну, может быть, его преувеличие, у нее сразу в голове была такая
явно четкая мысль, она ждала, вот, если Сесара придет, я его напою молочком, он ляжет, и я его шмякну. Может быть и такое, но мы с вами поговорим в третьем зодиакальном доме, это уже на таком, на третьем, на четвертом уровне прокачки, когда человек настолько владеет информацией, что это окружающим воспринимается как ясновидение, яснослышание, как человек-пророк, прозорливец, который вот способен наперед заглянуть, может быть и так, да. Но зачастую это в любом случае, как, знаете, воспринимается такой человек в нашем современном обществе и мире как хорошо осведомленный. Когда человек вроде пришли на переговоры, а он уже столько собрал информации, и только кто-то открывает рот, а человек уже щелк, кто-то хочет парировать, вот и здесь мы тебе рот закроем. Ты такой, знаете, хороший, умелый адвокат на защите во время судебного заседания. То есть на любое какое-то обвинение, на любой какой-то, казалось бы, вытащенный козырь из рукава, а у него сверху 10 таких козырей. Вот, а мы уже готовы. И мы, конечно, понимаем, что это человек хорошо подготовленный, то есть у него много информации собрал, и теперь он просто как мечом этой информацией размахивает. Но в каких-то бытовых жизненных ситуациях порой такой человек может восприниматься действительно как ясновидящий, да, вот он прям смог предусмотреть все это. И смоделируйте ситуацию, представьте, что она уже, ей кто-то сказал, шепнул на ушко, что вот уже случилось это войско, хотя не было тогда ни мобильных телефонов, ни интернета, но, предположим, как-то вот сорока на хвосте принесла. И она думает, так, ага, разбежались. И кто-то даже может и в мой шатер забежать. Ну, и в этом месте такое приграничное какое-то. И что же мне делать? Ага, а я вот поступлю так-то и так-то. Да я вот сразу там сделаю такой теплый прием, все хорошо, и дальше буду действовать по ситуации, потому что она еще не предполагала, что она конкретно убьет человека, но она точно уже, может быть, думала, как она будет поступать. Вот тогда это тот самый паж мечей на таком более высоком уровне прокачки. Как-то паж мечей любит отмечать ситуации, где что-то делается в слишком большой спешке. Ну почему паж? Потому что не зрелая ситуация, потому что новичок. Скорее, то, что я вам описал, это уже действие короля мечей. Когда вот он хорошо владеет ситуацией. Что такое владеет ситуацией? Владеет информацией. Кто владеет информацией, владеет миром. Это по королю. Это он уже имеет таких пажей в своем королевстве десятки, сотни, тысячи. И они ему со всех сторон дают данную информацию для того, чтобы вот он мог удачно выступить на том самом суде. В каком-то из уроков я вам говорил о фильме, который очень хорошо соотносится с мечевой мастью. Это у нас был Ричард Гир. Как же этот фильм назывался? Там, где он был адвокатом. Помню, на английском языке primal fear, первобытный страх или животный страх, по-моему, так называется. И вот там как раз он и выглядел как тот самый король мечей, который собирает информацию, как сам лично, самостоятельно. А все короли это жезлы, напоминаю, да, они такие активные в любом случае. Также и с помощью своих пажей, да, которые на него работали, которые ему эту информацию предоставляли, а потом он удачно выступал в суде. Но сейчас не о королях речь, давайте двигаться дальше. И переходим мы с вами в раздел саморазвития, то есть, а что же мы можем вытащить лично для себя из пажа мечей, если бы мы были как это самый паж мечей, да, или что будет, окажись мы в ситуации пажа мечей, но имеется в виду не какой-то бытовой, там, в взаимоотношениях или в карьере, в работе, а именно вот посидеть и подумать, что-то вытащить такое философское, что могло бы нам помочь развить себя как личность. Паж мечей воплощает собой ту важнейшую и трудно перевариваемую жизнью истину, что критика для развития полезнее, чем комплименты. И я себе здесь написал пример. Римляне любили своего императора Марка Аврелия, и когда он выходил в Рим на прогулку, народ встречал его, славил, восхвалял, сравнивал с богами. Но в каждую из таких прогулок император брал с собой слугу, который шел следом и периодически, негромко обращался к императору, повторяя 5 слов. «Марк Аврелий, ты всего лишь человек. Ты всего лишь человек». Да? Тут может быть такой пример несколько сглаженный, но мы все знаем с вами, что критика, когда потом можно отойти, когда у тебя уже этот жар немножко опустился,
и ты можешь трезво посмотреть на ситуацию со стороны, может быть, с расстояния, ты понимаешь, что человек, который тебя обличал, который критиковал, который, может быть, даже оскорблял, у всех разные методы по мечам, да? Можно просто, так сказать, по-отцовски этим мечом воспользоваться, обличить, а можно как-то хлестко, так как одноклассники какие-то, да, как вот конкуренты, вот прям носом тебя ткнуть, указать на какие-то явные недостатки. И это, конечно, воспринимается неприятно и больно, хочется встать, встряхнуться и тут же ответный удар нанести. Но объективно, потом глядя на со стороны, ты понимаешь, что, в общем-то, вот это вот обличение, как тут критика для развития полезнее, чем комплименты. Но давайте дальше эту мысль будем развивать. Нам может казаться, что нас недооценивают, пытаются принизить или загнать в угол. Но если мы сумеем посмотреть на суть замечаний без лишних эмоций, то увидим для себя возможность что-то изменить, чему-то научиться, поставить себе новую планку. И вот этот паж, конечно, это будет далеко все у нас от аркана башня, от, например, того же Сатурна, от Козерога, от 10-го зодиакального дома. Но, как мы с вами уже разбирали и неоднократно говорили о том, что вот те самые ужасные плохие события, вот эта вот встряска или какое-то разрушение, когда ваша выстроенная башня рушится и падает, если покопаться в этом, и ты не сломлен, в конце концов, да, то ты увидишь, почему это и произошло, вынесешь отсюда уроки и будешь действовать потом заново, соответственно, с полученной информацией, в конце концов, да, в связи с произошедшими событиями. Вспомним мы пример с компанией Nokia. Да, компания Nokia долгое время где-то она вообще потерялась, исчезла после того, как так мощно, скажем, их башня разрушилась, когда они потеряли весь свой рынок. Но что-то сейчас мало-помалу выпускают. Не скажу, что они занимают там какие-то лидирующие позиции на рынке, но все может случиться, все может еще переломиться. В конце концов, что-то они осознали и отказались от кнопочных телефонов, хоть и с большим запозданием, но все-таки перешли на сенсоры. Так вот, да, нам может казаться, что нас хотят уколоть, нас недооценивают, нас пытаются принизить. Это очень хорошо где ощущается? Между учителем и учеником, между начальником и подчиненным, между тем, когда есть две какие-то стороны, одна из которых является такой вот обучающей, снова такие мечи, да. Но методика такая малоприятная, нелицеприятная, когда тебя могут постоянно тыкать носом, рассказывая о том, что ты неуч, что ты там тупой, что ты... Ну, я вообще-то не сторонник такой методики ни подачи информации, ни воспитания, ни обучения, но стоит признать, что в некоторых случаях это работает, особенно со взрослыми людьми. С детьми знаем, что порой это может нанести какую-то травму, скажем так, да, особенно когда это идет... У всех свои методы, у всех свои подходы, и для разных людей свои методы и подходы. Кто-то такой же меч сидит, и он может воспринять по одному, а кто-то сидит в виде кубковой маски и может, как тот самый Пиро, расплакаться и утирать слезы рукавом. Умному человеку враг даст больше, чем глупцу друг. Что такая за фраза такая? А вот это и есть как раз, что враг даст больше. Почему? Потому что он даст тебе столько информации, что у друга ты столько не выспросишь. Что такое друг? Друг тебя похвалит, друг побудет с тобой в беде, друг тебя утешит, он тебя приобнимет. А что такое враг? А враг беспощаден. А враг тебя заставит сказать мысленно про себя: соберись, тряпка, да? Не время распускать сопли, пускать нюни, а ну-ка давай, соберись и... Пойми вообще, что тебе сейчас делать, восприми эту информацию, поработай над собой, осмысли это, примени это к себе, заставь себя, вспоминайте сразу всех вот тренер и спортсмен в виде какого-то бокса, когда там человека тренирует, он уже не может, да, а он его заставляет, а он при этом же не молча, он ему что-то говорит, да, вот, и вот эти вот моменты, это как раз и есть, он в данном случае тренер выступает как враг, я тебе не друг, я тебе враг, да. Я тебе не мамочка, я с тобой сюсюкаться не буду. Ты, в общем-то, у меня будешь вот работать от сих до сих, и я тебе устрою, покажу Кузькину мать. И выглядит это жестко, выглядит это немножко по-вражески, но
Но человек разумный может отойти от этой ситуации, абстрагироваться и понять, что, в общем-то, за этим всем кроется желание достичь результата для тебя, в первую очередь, как для спортсмена. То есть тебе тренер желает олимпийской медали, и, к сожалению, невозможно ее достичь похвалой, только вот такими какими-то хлесткими замечаниями, подначиванием и так далее. Паж мечей – это та дверь мудрости, проходя через которую мы учимся ценить своих недоброжелателей не меньше, чем поклонников, а к врагам относиться так же трепетно, как к друзьям, потому что они нас учат. И да, человек прокачанный, он способен оценить скорее просто тупо происходящее событие без личности, без того, чтобы воспринять это как какую-то личную обиду. Поступила информация, окей, в принципе, Вселенная, спасибо, Господи Боже, спасибо, что ты послал мне этого человека, потому что я уже столько времени, например, там, я не знаю, снимаю эти ролики YouTube, а меня люди все время хвалят в моем окружении, а тут нашелся кто-то, написал такой комментарий, который вначале просто мне хотелось его забанить, удалить, что угодно с этим человеком сделать. Ну давай, выдохнем немножко, выпустим пар и подумаем, а есть ли зерно истины и правды в этом комментарии? Читаешь и понимаешь, ну ведь так оно и есть. Да, убрать там пару каких-то вот колких замечаний, которые были для связки слов сказаны, но по большому счету это же истина и правда. А то, что так это было жестко мной воспринято, ну так это моя проблема. Можно было бы написать все то же самое, но в мягкой форме. Там чуть ли не ты, конечно, молодец, там, но, в общем, не так бы это все было воспринято и не побуждало бы к действию какому-то. Поэтому человек, скажем, на каком-то уровне прокачки трепетно также относится к врагам, как к друзьям, потому что они нас учат. Природная сообразительность искушает. Природная сообразительность, пажа имеется в виду мечей, искушает его переоценивать свои способности и подменять знания догадками. Я здесь себе написал пример интуитивного освоения в современном мире без длительного чтения. То есть такой себе паж, земля, воздух. Что имеется в виду? Вспоминайте переломный момент, кто такой же древний и старый, как я, мобильные телефоны кнопочные, и помните, в коробочке с мобильным телефоном шла такая хорошая книжечка, инструкция, которую нужно было листать, читать, и, в общем-то, все эти функции, куда нужно зайти, чтобы что в том телефоне было, кроме того, что ты мог позвонить, набрать текстовое сообщение, чуть позже отправить цветную картинку в виде не SMS, а MMS, да, Multimedia Message Service. Что там еще можно было? Зайти в какую-то поиграть игру, выбрать мелодию и настройки, время, там, подсветка, вот это вот все. И для этого нужна была книжка. И сравните сейчас современный телефон, сравните там мобильный телефон, любой сенсорный. Какая инструкция? Вообще о чем? Какая инструкция? Где? Интуитивно все просто и понятно. Ты заходишь просто и в телефоне копаешься и разбираешься. Вот это вот и есть, я уже потерял мысль, природная сообразительность, да, по пажу. Вот у нас паж, помните, мечей, он же и одновременно земля. А земля это что? Это как раз вот сесть и прилежно читать инструкцию, прочитать каждую строчечку, ничего не пропустить, от того, как нужно утилизировать потом батарейку, до того, как не прикладывать телефон близко к уху, чтобы не было никакого облучения. Все нужно прочитать. А у пажа мечей это такое, это вот воздух, это такое что-то интуитивное. И я уже в какой-то из лекций говорил на паже жезлов, пентаклей, на паже пентаклей, относительно того, что если бы я был по-настоящему талантливый, да, то я бы как паж пентаклей как раз бы сидел, учил и развивал те какие-то природные способности, которые были во мне заложены. Но я, как паж мечей, я больше хватал по верхам, я больше как бы пролистал, увидел, дальше уже мысли, кстати, развил, язык подвешен, что-то там рассказал, и вроде как бы учитель это схавал, 5 поставил, молодец, талантливый ученик. Пам-пам-пам, так, где-то у нас, соответственно, вот, да, природная сообразительность,
искушает его переоценивать свои способности. Так и было. Я переоценивал свои способности. Я действительно думал, что я талантливый, потому что мне это легко давалось, потому что я мог эту информацию воспринять быстро, в каком-то нужном мне объеме, и ею тоже моментально воспользоваться. Но из-за этого я переоценил свои возможности. По большому счету, если посадить рядом два человека, который, может быть, в тот момент не был таким ярким там, каким-то учеником, который мог легко запомнить там, какой-то стих, информацию, воспроизвести ее, которому действительно нужно было сидеть и учить, он знал больше, он мог больше рассказать. Я же говорил, по-моему, уже, что я вообще не любил читать, и я так мало в детстве книг прочитал, что их до какого-то момента можно было сосчитать на пальцах одной руки. И будь сейчас родители мои рядом, они тут же бы вспомнили эту замечательную историю о том, как я за все лето не мог прочитать книжку Даниэля Дефо «Робинзон Крузо», как я с ней ходил, я ее и вверх ногами, я ее и так, и сяк, как ее только не держал. Ну вот не шло оно мне и все. Почему? Потому что там картинок не было в той книжке. А что такое картинки для мечевой масти? Это информация, моментальная информация, когда ты ее видишь, и ты сразу воспринимаешь много всего. И получив эту информацию, ты ее в голове уже можешь применить, переварить. Вот чем вам современные телефоны отличаются от старых кнопочных, потому что это картинка, а старые кнопочные это текст. Это две разные книжки. Книжка с картинками и книжка с текстом, черно-белым, без цветных картинок. Вот это и есть мечи и пентакли. Но в паже мечей это вот соединяется, да, такой некий способ. Паж мечей приспособится к новому порядку, новой религии, новому строю, новым социальным реалиям любого уровня. Приспособилась наша Иоиль? Приспособилась моментально, вот так вот раз и все. Из друга для этого Сесара она превратилась в врага. Почему? Потому что вся информация вокруг, все происходящее, оно дало ей понять, что теперь надо действовать вот так. Поступила информация, нужно приспособиться. И вот паж мечей как раз так и делает, он так себя и ведет. Большинство людей, затратив энергию на анализ ситуации и создание своего о ней представления, в дальнейшем ни в какую не желает снова тратить силы на этот труд. В итоге они слывут людьми определенных взглядов и твердых принципов. Паж мечей перестраивает картину мира нон-стопом, постоянно, 24/7. Поступает информация, паж мечей ее переваривает. Окей, если она соотносится с тем, что я знал раньше, продолжаем жить, как и жили. Но как только поступает новая информация, которая идет вразрез, которая диссонирует с тем, что ты знал раньше, это побуждает его меняться. Да, это может побудить его воспринять в штыки новую информацию, но хорошо посидев и подумав, как я уже говорил, отпустив эмоции, а в мечах они отсутствуют в принципе как явление, и тупо восприняв информацию как данность, ты начинаешь соображать и думать, что теперь с ней я могу сделать, соответствует ли она теперь прежней картине мира или нет, если нет, то почему? И как это можно применить, как это можно... И отсюда вот эта постоянная перестройка и это постоянное непостоянство. Потому что информация поступает ежеминутно, ежечасно, ежегодно, ежно какой-то промежуток зависит от того, в общем-то, о чем информация и чего она касается. Да? Ибо есть какие-то ценности непреклонные, которые просто есть и все. И то постоянно подвергаются сомнению там, наличие существования Господа Бога, дьявола и всего-всего, да, и пажи мечей, мечевые масти, они в этом могут долго разбираться и копаться, постоянно отыскивая новые какие-то данные. Отсюда это и непостоянство, в отличие от других мастей, особенно когда мы говорим о пентаклях, те, которые, получив информацию и составив картину мира, они получили свои какие-то постулаты, жизненные принципы и проносят их через всю свою жизнь. И тогда мы говорим о таких людях, как о людях твердых принципов и определенных взглядов. И с ними хорошо и понятно сотрудничать, взаимодействовать. Вспоминаем мы с вами пентаклей, вспоминаем мы с вами Землю, вспоминаем мы всю ту прогнозируемость, инертность, медленность. То есть ты что посеешь, то и пожнешь. Ты положил сюда зернышко огурца, и у тебя вырастут огурцы через какой-то определенный промежуток времени. Действуя какими-то алгоритмами, которые работали год, 2, 10, 100 и 1000 лет назад, они и сейчас также работают. Ничего не поменялось. Какие бы ни были введены новые там, системы мелиорации, обработки почвы,
и удобрения и так далее, все работает по такому же принципу, как и работало тысячи лет назад, как во времена израильтян. Виноград также растет, все, в общем-то, выглядит аналогичным образом. Тогда как информация меняется постоянно. История переписывается, информация поступает все новое и новое, нужно это все учитывать, перестраивать картину мира. Паж мечей служит царству ясности и истины. Он бунтует, конфликтует, разоблачает, ниспровергает, провоцирует, придирается, оскорбляет и выводит на чистую воду. Вот такие вот неприятные вещи звучат, особенно когда мы оказываемся в тех событиях, когда мы оказываемся одной из сторон, где присутствует холодность или жесткие действия по прояснению какой-то ситуации, или в провокации, или о том, что идет какое-то оскорбление. Но все это служит царству ясности и истины. Просто разные методы. И мы находимся по разные стороны этого самого меча, обоюдоострого. То есть в одном случае это прояснение ясности, а в другом случае это конфликт. Как я говорил, порой одно и второе одновременно. Может проявиться некоторая жесткость в отношениях с окружающими. Холодность, жесткие действия по прояснению ситуации, никаких сантиментов, прямолинейность. И здесь я записал пример Иисуса, который выгонял торговцев из храма. Был такой момент, когда, вот, казалось бы, религия, и это такие больше кубки, это больше такая вот, да, глубокая вода, куда можно погрузить людей. Но вот именно действие Иисуса в тот момент, когда он увидел торговцев в храме, и когда он их обличал, и когда он их выгонял, вот одновременно это и прямые действия по мечу, или вот как по Иаиле нашей, да, вот взять молот, взять колышек, взять и разбросать этих всех торговцев с голубями, со всеми этими там, ну, додуматься, да, на секундочку, уже дошло общество до того, что они уже в храме там торговлю устроили, вместо того, чтобы поклоняться там, приходить, возносить молитвы и, в общем-то, приближаться к Создателю. И вот в данном случае он, в общем-то, со своей прямолинейностью, со своим прояснением ситуации, такими жесткими действиями, он действовал как паж мечей. Карьера. Придется критиковать кого-то, вносить во что-то разум и ясность, делать верное умозаключение, ну или, может быть, стать их объектом. Да? Тут уже с какой стороны вы находитесь. Либо это вы тот самый паж мечей, и у вас в руках меч, и вы, не знаю, вспомните сцену с адвокатом и прокурором, да, когда есть обвиняемая сторона, есть подзащитный, и когда, в общем-то, для кого-то это самый меч, для кого-то это, что у нас, критика, внесение какой-то ясности, что-то разумное, делается верное умозаключение, когда, с одной стороны, для вас это хорошо, потому что это работает в вашу сторону, либо вы сейчас этим орудуете умело, а для второй стороны это получается как уже разоблачение, как обличение, как ткнуть носом, как указать на неточность, на неверный сбор информации, на неверную подачу документов в суд, например, да, и на кучу еще других по чисто знаниям, по мечам моментов, о которых можно было бы сказать. По этой карте можно как успешно выкрутиться из сложной ситуации, заговорив оппоненту зубы, так и ляпнуть чего-то, не подумав, о чем потом придется сожалеть. Да? Информация, она такая. Слово не воробей, выпустил, не поймаешь. Что-то уже прозвучало, что-то ты сказал, а потом только думаешь. Да? Но естественно, что хороший паж мечей всегда стремится стать королем, ну, вначале рыцарем, потом и королем мечей, и тот уже, естественно, мы понимаем статус короля, мы себе представляем четко такого персонажа, который очень хорошо подумает, прежде чем сказать что-то. А паж, он такой, а я знаю, и он уже рассказал, что он знает, и все, что он хотел сказать, он сказал, и даже немножко еще и сверху накинул, может быть, даже и приврал, а может быть, не приврал, но просто поспешил всем этим поделиться, и в итоге мы сами знаем о том, что язык мой, враг мой. Поиск информации и изложение своих планов, трезвый анализ фактов и в том числе принятие не самых приятных решений. Если мы говорим в карьере, да, как-то отыгрывается, то есть это вот так. Просто все, что касается информации и всевозможные взаимодействия с ней, и последующая реакция на эту полученную информацию,
это будет по пажу мечей. То есть что-то получили, почесали голову, переписали план, составили там какой-то новый дедлайн, и, сообразно с ним, весь коллектив начинает работать и действовать, потому что поступили новые данные. Паж мечей любит всевозможные новинки, модернизации, информационные технологии и внедрение в жизнь организации продвинутых приемов работы, коммуникация и управление данными. То есть все, что связано с информацией, все, что связано с современностью. IT те же технологии, то есть все, что в любой сфере что-то такое будет, что-то новинка какая-то, что нужно будет внедрить, автоматизировать, улучшить, усовершенствовать, это будет вот сюда, это здесь. Хорошо подвешенный язык и умение схватывать на лету делают ценным сотрудником, хотя на его безграничную лояльность лучше не рассчитывать. Но это такое уже у нас очень хорошо прослеживается по этой карте, где Иаиль, да, ну стоило бы рассчитывать на лояльность такого человека, но нет, да, человек, который действует по ситуации, человек, который, получив новую информацию, он ее воспримет сообразно ситуацией и будет действовать так, как выгодно ему, выгодно, в первую очередь, выгодно тому, как он себе представляет этот мир. Соответственно, если такой сотрудник получит какую-то новую важную информацию, и она будет идти вразрез с интересами компании, фирмы и чего-то еще, то он, в общем-то, может перебежать, уйти, продать информацию, да, оказавшись перевернутым пажем мечей, как уже получается, не разведчик, а шпион, да, который что-то там разузнал, как лазутчик тот самый, и эту всю информацию слил. Поэтому да, сотрудник может быть ценный, но доверять секреты фирмы не стоит ему. По ней проходят любые занятия, требующие быстрой реакции, холодности и сосредоточенности, четкого выполнения функций с минимумом эмоций. Опять же, если мы говорим о любом деле, где задействованы военные, сразу вот я что-то вспоминаю фильмы со снайперами, это вот такая профессия, которая требует отключения эмоций, когда человек способен длительное время быть сосредоточенным, он должен постоянно получать знания. Кто, может быть, отчасти смотрел какие-то фильмы, обращал внимание, что это не просто взять винтовку в руки и выстрелить. То есть это и понимать, какой дует ветер, с какой стороны, с какой силы, понимать расстояние, понимать температуру воздуха, еще считывать ряд других данных. И обычно рядом с непосредственно человеком, который стреляет, есть еще наводчик второй, который, бывает 2 в 1, который ему все эти данные передает. То есть это, опять же, сбор информации, и тут же холодность, это, опять же, умение выполнить приказ, безэмоционально, вот просто нажав на курок, потому что там у тебя в этом стеклышке ты видишь просто цель, а не живого человека. Я понимаю, что говорю о не очень приятных вещах, но в мечевой масти, в паже мечей в том числе, это вот прослеживается и ощущается. Любые занятия, которые требуют быстрой реакции, которые требуют холодности, сосредоточенности и четкого выполнения функций с минимумом эмоций. Где это, как не в военной сфере, применяется? Это может применяться в любом деле, но мы понимаем, когда появляется какая-то критическая ситуация, которая требует от человека, медики, например, те же, да, вот надо отключить эмоции. Не обращать внимания на то, что там хлыщет кровь, что может быть какой-то неприятный запах, неприятный вид, сцена. Тебе нужно просто отключить эмоции. Почему? Потому что эмоции тебе будут мешать. Они будут отбирать у тебя драгоценные секунды. А здесь и сейчас нужно брать и действовать. Поступает информация, ты воспринимаешь глазами, ушами, ты видишь и слышишь что-то происходящее или уже произошедшее. И дальше включается эмоция, тебе нужно быстро принимать решения и действовать. То есть как помочь, что делать, там зажать, там уколоть, там приподнять, там наоборот положить. И все это в разрезе медицины, неотложной скорой помощи, оно спасает людям жизни. Покровительствует занятиям боевыми искусствами и такими видами спорта, где большое значение придается ловкости, концентрации, продуманной тактике, всевозможным схемам, контрприемам и ходам против соперника. И хотя здесь речь идет о спорте, но мы понимаем, что это также звучит, как и в театре войны и боевых действий. В финансах на самом деле
простите, в самом общем смысле паж мечей может означать необходимость взяться за расчеты, проанализируя финансовое положение. Да, почему? Потому что это информация. Потому что если такая карта выпадает как совет, то это означает, что нужно просто вот банально быть в курсе того, что происходит, и принять это к сведению. Возможно, после этого какие-то планы будут изменены или пересмотрены. Скорее всего, паж мечей заставит от чего-то отказаться, но это к лучшему. В делах голова у него варит прекрасно, и принимаемые решения могут оказаться рациональными. Почему? Потому что отключены эмоции. Я уже не помню, в каких мастях мы с вами, когда рассматривали финансы, там, покупка недвижимости, инвестирование куда-то, и я тогда еще говорил, что где эмоции, наверное, в кубках же, значит, да, а где обращение с деньгами, то есть это несопоставимые вещи. Соответственно, очень часто может в виде совета как раз и выпадать король мечей, либо паж мечей, либо какие-то мечи, соответствующие карты, которые говорят о том, что отодвинь эмоции в сторону, просто трезво посмотри на ситуацию. Раз. Второе. Собери дополнительную информацию, узнай, но руководствуйся исключительно тем, что ты узнаешь. Никаких эмоций, никакой личной вовлеченности. Иначе это будет эмоциональная покупка. И ты потом разочаруешься очень скоро, когда дойдет речь до того, что нужно будет там ремонтировать, там что-то протекает, там где-то капает, там что-то поломалось. Я имею в виду в плане, что машины, что в плане тоже недвижимости. Как таких серьезных покупок. В отношениях мечи всегда предлагают решать трудные задачи. А паж мечей, как и все другие пажи, указывает на незрелые отношения к связи между двумя людьми. Да, это какое-то начало. А что значит незрелое? Это значит, что и выяснение будет незрелым. Что значит выяснение незрелым? Зрелым это по королю. Это вот факты, аргументы и факты. Да? Вот давай мы сядем с тобой спокойно и поговорим. И расставим все точки над «и» и выясним. А паж такое, вот вроде как бы понимание есть, что надо выяснить, такое вот одновременно какие-то, может быть, эмоции, скорее не в плане как по чашам, а как какая-то поспешность, как какой-то словесный понос, если хотите, какие-то колкости, да, вот вроде этот меч есть, но как им еще владеть, не знает, и я могу тебя этим мечом поштрыкать, поколоть, потому что надо выяснить, вот не хватает еще вот этой вот сдержанности, холодности, этого нордического характера, чтобы можно было успокоиться и нормально все это, в общем-то, холодно рассудить. В данном случае акцент будет на эгоистичность и рационализацию во взаимоотношениях. Паж мечей любит потоки упреков, нападки, пустопорожнюю критику, абсолютно бессмысленные, бесконечные словесные перепалки, настаивание на своем. Да, вот то, о чем я говорю. То есть это явно не король так действует, это только пажи. Вроде как бы информация есть, но, как в Библии было сказано, сейчас могу немножко ошибаться, слово, сказанное вовремя, это как золотые яблоки, уложенные на серебряном подносе. Я могу, конечно, чуть-чуть приврать и как-то сказать не точно, но суть понятна, да? Слово, сказанное вовремя, что такое информация, та же самая, да? Или то, как ты скажешь, или что ты скажешь. А по пажам мечей в большей степени это скорее, что ты скажешь, а не как. А вот по королю это уже будет и что ты скажешь, и как ты скажешь. Да, там не будет теплоты, там не будет утопания каких-то эмоций, там скорее будет такая вот сухая подача информации, но тем не менее не будет уже того, чтобы вот это было обвинение, пустопорожная критика, какие-то нападки, бессмысленные, бесконечные словесные перепалки. Вроде информация есть, а как этим мечом управлять не получается. В руках эти нунчаки, которым так вот человек размахивает, и себе может дать по позвоночнику, и оппоненту вместо того, чтобы показать, как он ими размахивает, может рассечь голову. Ощутив угрозу отношениям со стороны, он способен на детско-дурацкие жесты. Импульсивные, опрометчивые, лишь бы прояснить ситуацию. Устраивание каких-то слежек, засад, ловушек, взламывание электронной почты и так далее. То есть такой вот шпионаж, да, такое детское поведение. То есть вместо того, чтобы просто прояснить по-взрослому ситуацию, что такое прояснить? Поговорить, например, да, без эмоций.
коль тебе поступили какие-то данные сведения. Нет, паж мечей, он будет действовать иначе. То есть, ощутив угрозу со стороны, что такое угрозу? Это значит, что замаячил какой-то там соперник, соперница. Паж мечей, он может как раз спуститься вот в эти какие-то такие дурацкие жесты, импульсивные. Вроде информация поступила, а как действовать нет опыта. И вот отсюда и такие вот опрометчивые какие-то решения. Его интересуют факты, поступки, дела и результаты. И именно по ним он дает оценку происходящему, причем очень быстро. То есть во взаимоотношениях эмоции эмоциями, но паж их мечей, как и любая мечевая масть, карта, отодвигает в сторону и смотрит просто на факты. Как в свое время, помните, говорил Иисус Христос, что, мол, а как же мы узнаем этих там лжепророков, да, и там Иисус перечисляет, ну, которые являются волками, а приходят как, в общем-то, волки в овечьей шкуре. И он говорит, что по плодам их узнаете их. И там собирают ли там с такого-то дерева смоковницу, делают, в общем, какие-то такие очевидные вещи, которые подразумевают, что если дерево гнилое, то оно даст гнилые плоды. Вот это очень хорошо перекликается с пажом мечей относительно того, что он не смотрит на эмоциональную составляющую, а он смотрит тупо на то, что этот человек делает, да, на какие-то произведенные действия, на полученную информацию. Что такое действие? Да, что-то произошло, ты об этом узнал, ты получил информацию, и анализируешь, и сопоставляешь. Он презирает наивность и сентиментальность. Про него нельзя сказать, что он несчастлив в любви. Просто, как и рыцарь мечей, он обычно не знает, что это такое. Если его чувства все-таки затронуты, он способен на очень опрометчивые поступки и готов к любому бою. Наличие каких-то там соперников или соперниц, недовольных родителей и же с ними и прочих препятствий его нисколько не смущает, а где-то даже и подзадаривает. То есть, условно говоря, падает планка, особенно это ощущается у рыцаря мечей, особенно у перевернутого, и он готов сметать все на своем пути. Получил информацию, шашку наголо и начинает рубить с плеча всех и вся. И тут вообще не важно, как ты выглядишь, в каком ты статусе, какие-то уговоры друзей, знакомых, близких, родных. То есть очень похоже действие в данном случае на импульсивные действия по жезловой масти, по огненной масти. С той лишь разницей, чем этот человек управляем. Полученной информацией, которую он просто воспринял как таковую, покрутил себя в голове и начинает действовать. Или желаниями какими-то, да, вот такое что-то чувство возникло у него. Кровь горячая вскипела у человека, да, в жезлах. И он начинает там также этим жезлом размахивать во все стороны и бить дубинкой всех, кого не попадя. Как и все мечи, паж мечей не переносит подавления. Причем настроен он более бунтарски и радикально, чем его символические родители, король и королева мечей. То есть никакое подавление воли не воспринимается им нормально. При знакомстве паж мечей всегда оценивает эмоциональные риски. Он бывает завистлив и ревнив, но это обусловлено лишь страданиями его собственного эго. Ему не нравится, когда кто-то обходит его или норовит отнять то, что он счел присвоенным, то, что он считает уже своим. Вот отсюда и вот это вот та самая какая-то ревность, зависть, ревность. Не потому, что это задевает его... Я понимаю, сложно вот разделить эти импульсы, эмоции, которые возникают на основе знаний, и те, которые возникают на основе вот просто потому, что как они как гормоны какие-то появляются. Ну, попытайтесь это все как-то разделить у себя в голове и понять, что скорее это как задетое эго, как то, что у тебя что-то отняли, то, что ты считал своим или хотят отнять. Это немножко другое. И действия оттуда тоже могут быть, ну, порой одинаково выглядящими, но разная мотивация. Его модель поведения в любви соответствует его модели рационального мышления. Стоит ли говорить, что, пытаясь проанализировать и рационализировать движение своего сердца, он рискует перехитрить сам себя? Он попросту делает не тот выбор и потом расхлебывает последствия. Это вот как раз попытка чувства и любовь разложить на какие-то знакомые, понятные пажу мечей составляющие, молекулы, компоненты, увидеть там логику, увидеть рациональность
И, как авторы пишут, исходя уже из этого и, может быть, неверно принятое решение, потому что надо разделять эмоции и знания, чувства, которые возникают внутри у человека, независимо от того, что ты знаешь об этом человеке, какое-то рациональное мышление. И понятное дело, что можно так себя легко ввести в заблуждение, сделав неправильный выбор. Тебе кажется, что он осознанный, но ты его делаешь неверно, потому что ты руководствуешься не сердцем, а руководствуешься как раз головой. В негативном перевернутом значении паж мечей несет хитрые проделки, козни и естественные препятствия в делах. Паж мечей проявляется неблагоприятно, означая ссоры, раздоры, не ведущие никакой пользы. Да, если так тоже может ощущаться холодность, тоже может ощущаться колкость этого самого меча, но это может привести к какому-то конструктивному диалогу, разрешению ситуации, то в негативном меч никуда не делся, он как был, так и есть, только вот произошли какие-то, скажем так, неприятные столкновения, стычки без того, чтобы это принесло какие-то плоды, какой-то результат положительный. Бурные дебаты, взаимные оскорбления, вплоть до разрыва отношений. Это уже больше в таком практическом значении может применяться. И давайте сразу с вами заглянем, хоть я здесь написал циферка 3, это как третий зодиакальный дом, это у нас близнецы, но тут несколько по совету авторов, да и, в общем-то, по собственному наблюдению, разграничил я немного, взяв не только от близнецов, но и взяв в большей степени от планет, в частности от Меркурия и от Марса в воздушных знаках. Так вот, Меркурий в близнецах как символ ловкости, остроумия, хитрости и находчивости. То есть мы с вами понимаем, да, что в знаке зодиака, то есть вот в этом созвездии, также и планеты проходят. Да, и когда мы с вами говорим о каком-то зодиакальном доме, то в нем также фигурируют и планеты в том числе. С одной стороны. С другой стороны, и другие созвездия могут. Но мы сейчас не об этом, мы сейчас о планетах. Значит, Меркурий в третьем доме, в близнецах. Умный человек может так сказать, что 10 дураков замолчат. Чем вам не про пажа мечей? Управитель. Это положение означает большую активность и ловкость в общении с людьми. При сильном Меркурии, особенно в воздушном знаке, вот он у нас воздушный знак, это дает возможность манипуляции, мысль человека овладевает окружающими. Видим, да, способность так сказать, что это сравнимо с какими-то манипулятивными уже способностями. Это уже чуть ли там не гипноз какой-то, да, но просто умение подать информацию, сама информация, то, что ты узнал, и то, как человек ее говорит, и что он говорит, она способна, в общем-то, овладевать вниманием окружающих очень сильно. Вообще мышление оживляется в присутствии других людей, которым хочется что-то рассказать, чему-то их научить и тому подобное. А без человеческого общества наступает апатия и депрессия. То есть для пажа важно что? Вторые уши, важен некто, кто-то. И хотя мы сами читали, говорили, что саморазвитие – это также и сбор, и получение информации просто для того, чтобы ее накопить внутри, но в том числе в близнецах, особенно когда мы говорим и Меркурий в близнецах, это вторая сторона должна быть. Это социализация, это вот то, что ты узнал, не можешь держать в себе. Где, кому рассказать, я сейчас все это выплесну наружу. Не удержу в себе. В обучении человек проявляет большую ментальную активность, схватывая на лету, по крайней мере, не слишком сложные мысли. Читали мы уже такое о паже мечей? Да. А сейчас мы читаем с вами о третьем зодиакальном доме. Вот оно. О Меркурии в третьем зодиакальном доме. Схватывание на лету. Единственное, что по близнецам, да, такое может быть пройтись по верхам, ну, надо прокачивать. Если что, то вот свое умение целенаправленно работать. Зная бы, например, в детстве я о таких вот вещах, мне бы приходилось подолгу сидеть, вместо того, чтобы быстро сделать домашнее задание, так сказать, факультативно работать и действительно прочитывать все эти книжки, которые я не хотел, то есть ломать себя, углубляться вовнутрь. Ну, в общем, какой вырос, такой вырос уже. Марс в третьем доме, то был Меркурий, Марс в третьем доме или в напряженном аспекте с Меркурием.
При аспекте Меркурия к Марсу этот человек может в обществе переговорить кого угодно, чем не следует злоупотреблять, да? Ну, потому что никто не любит болтливых людей. Любят умных людей, которые могут поддержать беседу, но дай возможность также высказаться и собеседнику. У этого человека будут очень активные взаимодействия с людьми вообще, но по-другому, чем при Меркурии в третьем доме. Это мы сейчас о Марсе. Когда они идут в основном ментально, через мысли и разговоры, да, мы читали о Меркурии. А тут по Марсу в данном случае акцент стоит на энергии, действии и непосредственной работе. И Меркурий и Марс в воздушных знаках, они идут прям плечо к плечу. Они рядышком, потому что, получив какую-то информацию по мечам, ты этой информацией должен воспользоваться. И Аиль, получив информацию, она ею воспользовалась. Она получила ее по Меркурию, а воспользовалась по Марсу. Прямее не бывает Марс, да, вот это самое копье. Она взяла колышек, взяла молот и пробила голову Сесаре. Вот это оно и есть, да, вот это взаимодействие Меркурия и Марса в воздушном знаке. В данном случае, это я уже прочитал, при поражении Марса будет ощущение недоброжелательности или откровенной агрессии социальной среды, а также собственная агрессия. Ну, что такое пораженный Марс? Да? Марс, который там плохо развит, будет ощущение того, что человек агрессивный, то есть такое будет ощущение перевернутого пажа мечей. Причем, если мы говорим о внутреннем самоощущении человека, то это будет агрессивная среда, все вокруг враги, все злые, уйду я от вас, все вокруг меня ополчились. А для остальных это может быть человек, у которого собственная агрессия развита, беспричинная. Вот такой вот паж мечей, который этот мечик схватил свой, колет, тычет всех, никак не может успокоиться. Вот такой вот Марс, марсовое поведение. При гармоничном Марсе человеку удаются трудные социальные взаимодействия, хорошие способности к работе локтями. Да, вот, протолкнуться, я вот к своей цели дойду. Работа локтями. При гармоничном, прочел, вообще у этого человека неравнодушная позиция по отношению к другим людям. На низком уровне, находящее выражение в болтовне и демагогии, а также активных попытках загрести жар чужими руками. Вот такое, на непрокачанном, на низком уровне. Неравнодушная позиция по отношению к другим людям. Почему? Потому что по близнецам, по воздушному знаку, да? И на низком уровне, соответственно, это мы сейчас будем с вами читать полнее об этом доме третьем, это воспринимаешь противоположную сторону других людей не только как врагов, как средство, вот, ну, в общем-то, точнее не скажешь, да, чужими руками хорошо и жар загребать. То есть именно вот в таком это разрезе. Не столько даже враг, сколько, ну, ты же не попросишь своего друга это сделать, да, который на самом деле таким считаешь. Ну, как бы и врагом такого человека не назовешь. Просто как некое средство, которым я могу воспользоваться. Вот просто для меня человек это как некая какая-то живая единица, ну, чем вам не армия, да, которая может послужить определенной цели. Меркурий как планета. В знаках воздуха, а особенно в своем знаке, Меркурий расцветает. Здесь его ничто не сковывает, и мышление чрезвычайно подвижно и энергично. Человек легко учится, схватывает и усваивает информацию на лету, что может привести к поверхностности усвоения, особенно при гармоничных аспектах Меркурия. То, о чем я уже говорил, да, способность быстро воспринять большой какой-то объем информации, но поверхностно. Что значит большой? Имеется в виду не одна книга, но от сих до сих, от корки до корки, а много книг. То есть в итоге, если собрать всю эту информацию, это будет и целая такая одна книга. Но в том-то и дело, что это будет там. И такая информация, естественно, она помогает сориентироваться в пространстве, она помогает быть везде своим, везде показать себя как человеком, который сведущ во всем. Но как только начинается углубленное погружение, разбор какой-то темы, там человек уже будет плавать. Он там уже будет перескакивать на другую тему, а я как бы там, если честно говоря, и, в общем-то, и не в курсе происходящего. Не затрудняется близнецовский Меркурий и в выражении своих мыслей. При поражении склонность к невоздержанности в речи, иногда почти патологической, когда человек болтает даже во вред себе, как будто черт тянет его за язык. Да, вот близнецы
плюс Меркурий дает ту самую поверхностность как в получении знаний, так и в воспроизведении этой самой информации. Когда человек очень много говорит, когда человек очень много болтает. И если тот самый Меркурий, он пораженный, когда он слабо развит, то и выражение мыслей аналогично. То есть невоздержанность – это что такое? Это словесный понос, когда человек говорит очень много. И, кстати, за собой такое замечаю. Когда я могу говорить много, я могу глотать слова, я могу проглатывать какую-то информацию. Мне кажется, что я ее проговорил, я ее сказал. Потом, прослушивая себя, понимаю, что не хватает мне беглости речи, не хватает мне того, чтобы я делал, может быть, больше пауз, останавливался, давая возможность вам осмыслить сказанное, четче его проговорить, может быть, говорить меньше, но по делу. А у меня, получается, вот как раз и выскакивает тот самый Меркурий недоразвитый в Близнецах, когда, в общем-то, замечаю за собой. Есть такой у меня словесный понос. Не до конца могу сформулировать мысль, подать ее, как те самые золотые яблоки, на серебряном подносе, а начинаю этими яблоками бросаться. Гармоничный близнецовский Меркурий говорит легко и быстро, но не переутомляет аудиторию и умеет легко рационализировать все, что угодно. Тоже вот такой немаловажный момент, когда гармоничный Меркурий в Близнецах, да, речь идет связанная, ее может быть много, быстро, но также это и легко и не переутомляет аудиторию, то есть нет большого потока информации, нет какого-то насыпания сверху еще и вот этого, и вот этого. В итоге, когда люди захлебываются, и мы сами прекрасно знаем о том, когда одну и ту же информацию два разных учителя могут подать так, что одного ты заслушаешься, и уже прозвонил звонок, а ты понимаешь, что ты бы еще слушал, а второго на 10 минутах хочется спать, или хочется убежать, или хочется закрыть себе уши, либо ему рот, то есть одно из двух, потому что тяжело очень, перегруз какой-то идет. Это как музыка, да, вот бывает, либо от композиции зависит, либо зависит от динамика, которую воспроизводят, они создают некий какой-то шум. Вроде как бы и музыка, ты можешь разобрать ноты и даже угадать, что за мелодия играет, но перегруз лишних частот, он создает неприятное ощущение, диссонанс некий внутри. И с другой стороны какая-то чистая мелодия, особенно когда между звуками, между нотами, между ними звучит паузы, позволяющие тебе осмыслить услышанное и качественно его воспринять. Тогда и, в общем-то, такая речь, как музыка, льется на душу, ложится легко и непринужденно. Буду над собой работать. Я знаю, что есть такой момент у меня, и надо сознательно над этим работать, делая свою речь более... Не хочется, конечно, быть тормозом, да, вот как сейчас. Хочется, чтобы она текла плавно, чтобы слова проистекали в нужном количестве и которые описывают ситуацию настолько, насколько нужно, но без того, чтобы рассусоливать ее и проговаривать с разных сторон, приводя десятки каких-то, не то чтобы разных, а почти одинаковых примеров. Думаю, что это вполне может утомлять, но ничего. Скажем так, комментаторы поправят. Сейчас мало кто может написать какой-то конструктивной критики. Со временем, я думаю, это добавится, и мне тогда будет, может быть, отчасти где-то больнее, но, с другой стороны, смогу я отделить зерна от плевел и вычленить действительно конструктивную критику от того, чтобы просто сыпать обвинениями без того, чтобы это мне как-то помогло улучшиться. Кармическая задача проработки Меркурия в конечном счете заключается в том, чтобы сделать ум послушным орудием высшей воли человека, направляющей его по пути эволюции. А пока ум подчинен низшей воле, он часто употребляется в корыстных целях или откровенно во зло. То есть человек становится черным учителем себе и другим. И все как в нашей жизни бывает, да, есть у нас карта прямая, есть и перевернутая, две стороны медали, палка двух концов. С одной стороны, наша высшая цель и кармическая задача проработать Меркурий в таком аспекте, в том смысле, чтобы свой ум сделать послушным орудием высшей воли человека.
А пока этого не случается, на низком, на примитивном уровне человек своим умом пользуется, но скорее как эгоистичным инструментом. Все, что он может подчинить своей воле с помощью этого самого ума, он и делает. Отсюда, помните, вот у нас шантаж, управление информацией во вред кому-то на благо себе, использование людей так же, как те самые инструменты, все это идет по низкому уровню, когда человек не понимает своего высшего предназначения, какой-то своей кармической задачи, и только тогда он начинает своим умом пользоваться на благо не только себя, но всего общества в целом. При поражении близнецовский Меркурий дает слишком подвижный ум, мысль скачет с одного предмета на другой и ни на чем не может остановиться. Помните, мы с вами читали про гармоничные аспекты Меркурия в близнецах, что невоздержанность в речи, иногда почти патологической. Человек болтает даже во вред себе, как будто бы тянет кто-то за язык, то есть не может остановиться. Когда мы говорим о пораженном близнецовском Меркурии, то мыслей очень много, но ум очень подвижный, живой, эластичный, но невозможно сфокусироваться на какой-то одной точке. И, естественно, потом и выразить это в своих мыслях. То есть это, пользуясь, скажем, языком учителей, да, вот запор мысли, понос слов, это будет, наверное, в большей степени по гармоничному Меркурию в близнецах. А вот как раз понос мыслей и запор слов, это будет в пораженном Меркурии, когда очень много мыслей, когда в голове это все кипит, бурлит, а остановиться, зафиксироваться в какой-то одной точке и позволить вытекать этим мыслям плавно в виде слов не получается. Это как пожарный кран, с которого бьет вот такой большой напор, и попытаться в наперсток, или всего-навсего наперсток воды попытаться набрать его. Не получится, и наперсток вылетит из рук, выбьет. Или каждый раз пытаясь набрать, то что наперсток, даже и в стакан не наберешь, оно будет расплескиваться. То есть поток информации, поток мыслей нужно свести до такого минимума, либо максимума в данном случае, чтобы можно было набрать стакан воды и подать его человеку, чтобы можно было это все разумно преподнести. Убедительным кажется то, что человек в данный момент слышит или думает, а в следующий момент точка зрения может измениться на противоположную. Меркурий управляет близнецами и Девой. Дева – это у нас с вами знак Земли, и когда мы с вами разбирали пажа Пентаклей, вот мы как раз там и говорили о Деве, и там шла, помните, речь, по-моему, тоже о Меркурии, и там шла речь о подвижном кресте. Что такое подвижный крест? Это как раз у нас, я здесь тоже отмесал, где у нас соединяется созвездие Близнеца и Девы, и Меркурий там как управитель может находиться. Так вот, от этих знаков подвижный крест Меркурий получает чрезвычайную мобильность и умение приспособиться к любой ситуации, а также умение создавать необычную суету. Вслед за близнецами он может на любое явление посмотреть с другой стороны, а от Девы наследует стремление к точности выражения. И правильный, настоящий паж мечей, помним, что все пажи это у нас пентакли, это стихия Земли, вот настоящий правильный паж мечей, гармоничный, прокачанный, это как раз и будет вот это самое сочетание пентаклевой масти в Деве и воздушной масти в близнецах. Это самый подвижный крест, управителем которого является Меркурий. Это дает возможность по близнецам на любое явление посмотреть с разных сторон, а от Девы получает стремление к точности выражения. То есть сбор информации и потом дозированная выдача этой самой информации. И как Меркурий у нас, как планета, может прорабатываться также на 4 уровнях, от самого низкого 1 до самого высокого 4. Вот также сейчас вкратце это разберем. Полнее будем разбирать, когда у нас будет урок, связанный уже непосредственно с 3 домом. И там мы посмотрим на близнецов полнее. Хотя мы сами смотрели в карте Иерофант, можно туда вернуться и послушать. На 1 уровне прокачки Меркурия человек
воспринимает людей как набор никак и ничем не связанных друг с другом индивидуумов, каждый из которых преследует свои цели, часто противоречащие целям остальных. Человек человеку вол, да, в данном случае. То есть есть люди, ты понимаешь, что они есть, но у каждого, так же, как и у тебя, своя какая-то задача, своя цель, свое видение в этом мире, независимые друг от друга. Просто вот каждый существует сам по себе. Соответственно, социальная этика воспринимается как набор ограничений, не позволяющих людям друг друга убивать, а коллективам обратиться в полный разбой и хаос. Социальная этика, то есть то, как мы взаимодействуем между собой, друг с другом, позволяет нам не поубивать друг друга только лишь потому, что где-то что есть какой-то набор ограничений. Что такое набор ограничений? Это какие-то законы, да, помните, чем это очень хорошо идет, сводка правил, какие-то статьи Уголовного кодекса, которые как раз и сдерживают людей от того, чтобы они друг другу глотки не перерезали. Как только убрать это все, сразу начнется хаос, разброд и шатание. Ну вот в версии, скажем, первого уровня прокачки Меркурия в воздушных, даже не воздушных знаках, а вот в этом подвижном кресте Близнеца и Девы. На втором уровне прокачки Меркурия человек не ждет от случайного знакомого прямой агрессии. То есть понимает, что в принципе он меня не покалечит, не побьет. Или корыстного обмана, то есть не воспользуется мною, да, по мечам. И начинает понимать, что его личные цели далеко не всегда противоречат целям окружающих, поскольку каждый ест свой кусок пирога, который, однако, выпекают сообща. То есть такая следующая ступень, когда вроде бы как и без работающего светофора почему-то аварии не происходит. Как-то вот люди разъезжаются, непонятно почему, чем они ориентируются, на что они тогда полагаются. Если мы убрали эти правила, ну так случилось, что сейчас поломался светофор, нет регулировщика, никто не вышел, не размахивает руками, и почему-то все как-то между собой взаимодействует и нормально расходится. Оказывается, что, возможно, речь в том, что... Где это? Что личные цели далеко не всегда противоречат целям окружающих. Оказывается, что у нас, наверное, сейчас общая цель какая-то. Мы просто хотим разъехаться так, чтобы каждый добрался на работу, либо к себе домой, и никто никого не убил и не попал в аварию. Надо же. И каждый вроде как бы ест свой кусочек пирога, да, сидит в своей машине, но вроде как бы и выпекают сообща. То есть мы с вами находимся в чем-то, в каком-то одном эпицентре, одной какой-то сфере и так далее. На третьем уровне прокачки Меркурия человек старается ориентироваться на высшее начало в окружающих его людях, рассматривая зло как низшую и, главное, в каждом конкретном случае, временную ступень добра. То есть люди вокруг есть, но люди теперь рассматриваются... То есть человек старается ориентироваться на какое-то высшее начало в каждом человеке, а если зло и присутствует, то не как абсолютное понимание, а как то, что это низшая ступень, как некое зарождение добра, что рано или поздно это перерастет. Просто пока еще человек это не осмыслил, не понял, не поступила ему, может быть, нужная информация, он это не проработал в себе. И это непременно произойдет. Его любит подавляющее большинство его знакомых, а недоброжелателей у него значительно меньше, чем можно было бы ожидать, чему виной служит его общее социальное бескорыстие. То есть он старается никогда не смотреть на других людей, как на средство достижения своих целей. Опять же таки, люди есть, да, но теперь эти люди тебе, в общем-то, совершенно не нужны лично тебе, чтобы ты каждого какого-то отдельного человека взял и достиг какой-то своей цели посредством этого человека. Нет, ты скорее рассматриваешь такого человека как индивидуум, у которого также есть высшая цель и предназначение, и ты ориентируешься на то самое лучшее и хорошее, что в этом человеке есть. А если так случилось, что он тебя чем-то оскорбил, обидел, то есть какое-то зло в нем проявилось по отношению к тебе, то ты все равно рассматриваешь как низшую ступень добра.
Помните, мы в других домах, когда сами разбирали, любое зло, когда оно появляется, человек его воспринимает как способность научиться. В иных домах как то, что это как ему указание от Абсолюта, от Господа, от кармы, как то, на что тебе стоит обратить внимание, над чем тебе стоит поработать. То есть это не мир такой злой, это я как бы так его вижу, так воспринимаю, мир нейтрален. А я, получается, что вот так его воспринимаю, ага, значит, мне над этим надо поработать, значит, тут я как-то не дорабатываю этот момент. Вот в третьем уровне прокачки, Меркурия, такой человек, он уже эту ступень перешагнул, он уже видит в людях, в общем-то, только то, что только хорошее. У него, соответственно, как итог, мало врагов, очень много доброжелателей, по той лишь причине, что он не смотрит на людей как на средство достижения своих каких-то целей. Четвертый уровень, как я говорю, Бог, уровень гуру, это то, что обычно выходит за грань понимания тех людей, которые окружают нас и которых очень-очень мало. Такой человек относится к людям как к клеточкам единого организма, и естественные отношения между которыми при правильном понимании и развитии событий – это симбиоз. На этом уровне всякий контакт с другим воспринимается человеком как событие в духовной жизни, как его, так и своей. И это вообще поразительно, потому что, по-моему, во всех зодиакальных домах мы как раз и на четвертом уровне и говорим о неком единстве. Единстве человека с Богом, когда он видит четкую связь между собой и Создателем, неразрывно. Единство между человеком и противоположной стороной, которая вначале как враг могла восприниматься там, по седьмому, например, дому. Здесь же люди, которые некогда были разрозненные, человек человеку волк, ЧЧВ, да, который каждый жил своей жизнью. И от того, чтобы они сейчас здесь просто взяли и не растерзали друг друга, сдерживает только знания, закон, свод правил, меч, Фемиды висит над ними. Только из-за этого. Убери это, все рухнет. А на четвертом уровне человек каждого отдельного взятого индивидуума воспринимает как клеточки единого организма. То есть он и сам является частью общества, социума, и всех остальных считает такой же частью себя. И это очень, я говорю, соотносится со всеми четвертыми уровнями во всех остальных зодиакальных домах. Вот так вот, дорогие друзья. Предлагаю тогда сейчас с вами посмотреть соответствие, что у нас там по времени. По времени идем мы с вами неплохо. Посмотреть соответствие, и, в общем-то, потом у нас останется только самое приятное. В данном повествовании, потому что я, как настоящий паж мечей, люблю картинки больше, чем текст. Ну, конечно, с детства все многое поменялось и изменилось, только потому что я вырос, но, знаете, эти задатки никуда не денешь. Так, в стихии, даже не столько в стихии, в сфере социализации нас в обществе, это карьера, это наше вот такое вот развитие, поднятие в социуме, ну, короче, ты работаешь чаще всего, что-то юлить и придумать какие-то слова. Так вот, по пажу мечей, это у нас может быть анализ, да, просто чисто проанализировать информацию. Это может быть критичность, как самокритичность, если мы на работе в состоянии себя проанализировать и прокритиковать, так и критичность как некого процесса, как коллеги, как работодатели, в конце концов, если у вас такие взаимоотношения, что позволяют выражать эту самую критичность. Это же могут быть и споры напрямую. Да, вспомните, в споре рождается истина. Ну как это, если не про мечи, не про стихию воздух? Вот оно, в споре рождается истина. Люди, которые конфликтуют между собой, в конце концов, бокс, да, вот чем вам не истина, которая определит, кто из них чемпион. Спор – это как сам процесс. Провокации, ну, такое же, скорее, в перевернутом значении. Да, это воспользоваться знаниями так, чтобы кого-то спровоцировать. Скомпрометировать, может быть, тоже. Коммуникация в целом, да, это как мы коммуницируем. Кто-то с нами, мы с ними.
Но в негативном перевернутом значении это как много шума может быть, да, это вот просто какая-то пустопорожняя болтовня, это как тоже словесный понос, это когда пораженный Меркурий выдает очень много информации наружу, без того, чтобы вначале прошел мыслительный процесс, много шума. Расторопность, с одной стороны, да, это вот быть в курсе. Помните, мы с вами, опять же, пример Иаили, когда она, вот как она так быстро сориентировалась вообще в пространстве? Потому что она владела информацией, потому что она знала, что значит идет война, и что это беглый человек. Она поняла, с какой стороны он бежит, и почему он у нее оказался в шатре, и т.д. и т.п. То есть вот расторопность она проявила в данном случае, да. Почему? Потому что она была в курсе событий. С другой стороны, в негативном, да, такое вот банальное на работе может быть сплетни. Да, вот с одной стороны, расторопность – это вот ты получил информацию оттуда, а с другой стороны, сплетни, когда просто человек начинает без толку молоть своим языком, один мелит, второй слушает, и, в общем-то, это и есть те самые сплетни. А в кубковой масти это взаимоотношения между близкими людьми, и, конечно, мечи – это будет трудная масть, которая будет наши отношения скорее портить визуально, во всяком случае, на первый взгляд именно так и выглядит, нежели их созидать. Это выяснение отношений. Что такое выяснение отношений? Это вот просто есть одна сторона, есть вторая сторона, обмен идет какой-то информацией. В негативном, в перевернутом отношении это ссоры. То есть такие уже деструктивные, ни к чему не приводящие, просто как словесная перепалка, просто высказаться. А ты там козел, а ты дура, а ты там мне всю жизнь испортила, а ты украл мои лучшие годы, и вот это вот все. Вроде как бы обмен информацией, да, выяснение отношений можно назвать, ну, в таком негативном смысле выяснение отношений можно, но я, когда говорю выяснение отношений, имеется в виду действительно нечто конструктивное, когда можно сесть и как король и королева поговорить. Прояснение ситуации, то есть то было выяснение отношений, это в целом прояснение какой-то ситуации. То есть неважно, как она прояснилась в виде обмена информацией между двумя участниками отношений, либо как поступившие какие-то сведения. Помните, пажи это у нас они несут какую-то весточку, известие какое-то. И в итоге это может быть прояснение ситуации. Но также это может быть и дезинформация. То есть информация поступила, да, но какая? Правильно, неверная. То есть информация, которая привела в итоге к негативным последствиям. А дезинформация, мы сами знаем, на поле боя, в сфере бизнеса, это хуже, чем если бы вообще никакой информации не было. Потому что так пустота, ты понимаешь, что нужно получить информацию, а дезинформация как раз в том-то ее и вред, что она заполняет место того, где должно было бы быть что-то полезное, конструктивное, а там теперь то, чем ты не воспользуешься. Точнее, воспользуешься, но это принесет вред. Обвинения, да, также по этой карте проходят. Взаимные обвинения могут быть конструктивные, обвинения, как просто сыпать обвинения по поводу без повода. Ревность, да, мы с вами читали, ревность такая не столько по кубкам, по эмоциям, когда вот она возникает на уровне каких-то эмоций, ощущений внутри, как скорее ревность как результат полученной информации. Что-то ты понял, что-то ты узнал, это задевает твое эго, ты понимаешь, что теперь этот человек тебе не принадлежит или может не принадлежать потенциально, и задевается эгоизм, и человек, соответственно, ощущает то самое чувство ревности, что он что-то теряет, то, что считал доселе своим. Трезвый взгляд. Да, как бы это ни звучало, в взаимоотношениях плохо, но это хорошо. Это трезвый взгляд на то, какие это отношения. Хорошие они или плохие. Какой это человек. Ты вот на расстоянии вытянутой руки с мечом отошел, взял дистанцию и посмотрел издалека. Вблизи ты не мог это все понять. Человек был тебе близок. Ты дистанцировался и трезво посмотрел. Трезвый взгляд. В сфере Пентакли, это у нас сфера финансов, обращения, нашего какого-то быта, покупки, продажи и так далее. Это просто какое-то известие. Информация поступила. Вот в чистом виде.
без основательно того, чтобы без применительно каких-то эмоций с нашей стороны. Вот продается автомобиль или хочу продать дом, а вы хотите купить, и вот поступает информация. То есть тут чисто известие. Анализ ситуации, то есть тут уже пошел мыслительный процесс, уже пошло дело по Меркурию. То есть, ага, поступила информация, и что мне с этой информацией делать? Так, в принципе, предложение выгодное. А почему оно выгодное? Давай-ка я промониторю рынок. И вот начался процесс мыслительный, начались какие-то, вначале по Меркурию, потом по Марсу уже действия. Это вот и есть в целом анализ ситуации. Пересмотр планов. Да, проанализировав ситуацию, мы можем планы эти самые пересмотреть. Вначале думали вот так, покупать эту машину, вкладываться в это предприятие, ехать в отпуск, тратить деньги там вот там-то и там-то, а теперь, получив новые известия, проанализировав ситуацию, мы пересматриваем планы, то есть мы их можем изменить. Также это может быть некая рационализация. Конечно, можно это отнести и в сферу жезлов, работы, но, в общем-то, где работа, где зарабатывание денег между собой очень близко. Ну, если мы говорим о каком-то бизнесе, каком-то, может быть, абстрактном вакууме источнике дохода, который нам эти самые пентакли поставляет, мы можем это как-то все рационализировать, то есть улучшить, сократить издержки какие-то на предприятии, например, да, все это проходит у нас здесь. Если мы говорим о мечах, о стихии воздух, и это у нас такое саморазвитие, работа над самими собой, то это у нас самокритичность, то есть способность без того, чтобы у кого-то чего-то спросить, а если ты и получил информацию от кого-то, то она тебя не уколола, не обидела, а у тебя получилась самокритичность. Ты, ну да, согласен. Конечно, человек, может быть, там наговорил лишнего и как-то в грубой форме это выразил, но зерно истины в этом есть. Я действительно там не прав, или мне там над тем-то и тем-то нужно работать. Стокгольмский синдром. Стокгольмский синдром, помните, это что у нас? Это у нас, когда, насколько я правильно это помню и сейчас вам смогу передать, когда есть вот заложники, есть похитители. И когда между этими людьми возникает какое-то доверие. Я не говорю даже сейчас про близкие отношения, ну, имеется в виду там как противоположного пола, а когда какая-то взаимная симпатия. Ну, в данном случае, в частности, в первую очередь, это того, кого похитили, может проникнуться к тому человеку, кто его похитил, проникнуться там доверием, пониманием, еще чем-то. Так вот, здесь присутствует стокгольмский синдром, когда тот человек, который тебе казалось бы враг, а ты в какой-то момент понимаешь, приходит осознание, что он-то тебе и не враг вовсе, а он тебе может быть даже другом. Пересмотр подхода к чему-то, то есть ввиду того, что постоянно поступают какие-то новые сведения, информация, есть пересмотр подхода, не знаю, к действию, к саморазвитию, к тому, чем ты занимался до этого. Это с одной стороны, конструктивно, понятно. С другой стороны, непостоянство, когда человек так часто меняет свои подходы, так часто меняет мнение, так часто анализирует ситуацию, что, в общем-то, ни на одном из этапов он не успевает ничего положительного вычленить для себя, получить, чтобы помогло ему прокачать там свою какую-то духовность, развить какие-то таланты и так далее. С одной стороны, это приспосабливаемость в обществе, к ситуации, приспособить самого себя. Да? Мы не можем поменять мир, но мы можем себя приспособить к этому миру. Можем. А с другой стороны, это может быть и беспринципность. То есть настолько уже приспособиться, что прям в нарушении всех каких-то принципов общих, моральных и так далее. И хотя вот в плане Иоили, с одной стороны, это и похоже на беспринципность, да, вот для кого? Для Сесары, для того, кто, казалось бы, был там другом ее семьи. Но, с другой стороны, со стороны, если смотреть еврейского народа и израильтян, то это как приспосабливаемость, да, как человек, который смог вовремя сориентироваться в нужной ситуации и выбрать верную сторону и принять правильное решение. Вот так вот это у нас все выглядит в наших
сферах жизни, как это самый пентакль, паж мечей, как он может проиграться, как он у нас выглядит. И предлагаю теперь переместиться на искусство. Посмотрим, что у нас есть конкретно по этой сцене. Вот, например, 1621 год. Иаиль и Сисара. Джузеппе Вермиглио, если я правильно прочитал. Или Вермиглио. Давайте мы поближе рассмотрим саму эту живопись. Один из тех редких случаев, когда видно прям все в деталях. Только паж мечей способен вот так вот действовать. Холодно. Просто получить информацию и принять ее к сведению и сообразно с этим что-то предпринять. 1585 год. Джованни Баллоне. И хотя мы здесь напрямую не видим лежащего Сисару, вон где-то позади, да, похоже, что вот это его тело, вот нога его отступает, одна, вторая. Но на первом плане у нас как раз выступает Иаиль, держащая молот и колышек, и в палатку уже заглядывает в шатер израильское войско. 1588 год. Красивая гравюра. Иаиль здесь выглядит вообще как некий памятник. Собирательная сцена. Вот внизу, в дальнем углу, нижнем, мы видим тот момент, когда она убивает Сисару, а здесь на переднем плане она уже вот стоит как некая статуя с этими инструментами, с этим орудием, с помощью которого она и произвела это самое действие. 1730 год. Франческо Монти. Вся та же сцена. Уже убитый Сисара. Иаиль, которая позвала врага и показывает все, что произошло. – 1896-1902 год. Джеймс Тиссо. Такая уже современная живопись. Ну, как современная? Больше 100 лет уже прошло, но все же современная. Судя по всему, автор тот же. Тут легко узнать по аналогичному набору красок. Тут у нас прямо две сцены получилось. В одном случае она убивает, в другом случае она зовет. Это что-то совсем древнее и, судя по всему, из какой-то книги. – 1460 год. Иаиль убивает Сисару. Это брошь 1580-1600 года. Сцена та же самая. В центре броши. Ну, конечно, не сама брошь, это ее не то фотография, не то зарисовка, не то гравюра этой броши. Тоже древнее изображение, 1469 год. Также мы видим Иаиль. Такое прям попахивает средневековьем, рыцарь в доспехах. Этот наш Сисара. Видим шатер, видим все ее действия. Вот красивая гравюра. Иоганн Георг. Прилег отдохнуть и уже не встал.
1516-1519 года. Тоже собирательный образ. Здесь она его поет молоком, здесь она ему пробивает голову, а с правой стороны она уже сообщает Вараку и его израильскому войску о том, что их враг повержен. Карло Марати, 1690-1692 год. Красивое полотно. Один из тех редких случаев, когда картина в большом разрешении. Хотелось бы на них посмотреть вживую, эти полотна. Но, к счастью, современная связь и интернет позволяет нам рассматривать их дистанционно и, в общем-то, прикоснуться к прекрасному, к искусству. Это из книги 1463 год. Вот наша Иаиль, потому что то несколько уже иные персонажи. Наш персонаж вот он. Вот такой вот сегодня у нас был короткий урок. Да, вложились 2 часа. Что-то, честно говоря, думал, что будет несколько быстрее. Но было о чем поговорить. Сегодня, кстати, тоже одна из тех карт, которая очень хорошо соответствует, ну, пусть визуально она не похожа на пажа мечей, потому что не стоит паж, не держит в руках меч. Но как только мы узнали всю эту историю, мы поняли, что ее меч он оказался замененный колышком от палатки и молотом. И действовала она аналогичным образом. И мы это все посмотрели и по уэйтовской классической карте, мы это все увидели и в зодиакальном 3-м доме отчасти, там, где вот проигрывался у нас Меркурий и Марс, и разобрав саму планету Меркурий, в разных аспектах мы также увидели, насколько это все хорошо у нас соответствует пажу мечей. То есть это у нас сбор информации, и потом, что с ней делать. То есть получить информацию, ее проанализировать и принять, так сказать, к сведению, чтобы действовать, чтобы что-то делать согласно с этими полученными данными. Ну, не буду я все это уже повторять. В принципе, сегодня мы с вами так хорошо поработали. Вот и все. Желаю вам всем хорошего дня и всем до встречи. До свидания.